Алматы превращается в ядовитую ловушку. Сколько еще мы будем дышать угольной гарью? Жить в Алматы значит каждую осень и зиму сталкиваться с невыносимым смогом, который плотно оседает на улицах, домах и в наших легких. Я родился и вырос в этом городе, и мне больно смотреть, как он медленно превращается в газовую ловушку для своих жителей. Мы все помним времена, когда можно было выйти на улицу и вдохнуть свежий горный воздух. Сегодня же утром, глядя в окно, я вижу только серую дымку, которая не исчезает даже днем. А самое страшное — это не временное явление, это наша новая реальность. Каждый день мы дышим этим воздухом, а власти продолжают делать вид, что проблема решается. Почему Алматы погружается в смог? Нам постоянно говорят, что загрязнение воздуха — это вина старых машин и промышленных предприятий. Но мы знаем правду. Главный источник отравления нашего города — грязный, дешевый уголь, который жгут в отопительных системах Алматы. Алматы буквально топят в угольном дыме, и каждый год десятки тысяч тонн этой грязи превращаются в смог, который накрывает город, задерживаясь между горами. Почему власти не переводят город на газ? Потому что это дороже, чем сжигать уголь. Почему на ТЭЦ до сих пор не стоят современные очистные фильтры? Потому что это никому не выгодно. Почему люди должны страдать из-за экономии чиновников? Потому что их здоровье никого не волнует. Каждый вдох — это риск для жизни. Люди ежегодно уезжают из Алматы на зиму, чтобы не дышать этой отравой. Но большинство из нас не могут себе этого позволить. Мы заперты в городе, который нас же и убивает. Как смог влияет на наше здоровье? У детей развивается астма, аллергии и проблемы с легкими еще в раннем возрасте. Взрослые страдают от хронического кашля, головных болей и слабости. Старшие поколения — заложники города, где воздух убивает медленно, но неизбежно. Медики уже говорят, что качество жизни в Алматы резко снижается. Наш город становится опасным для жизни, но разве кто-то из чиновников об этом думает? Экономика и экология — кого заботит здоровье людей? Загрязненный воздух бьет не только по здоровью, но и по экономике. Государство тратит миллиарды тенге на лечение легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных смогом. Бизнес теряет деньги, потому что люди все чаще уходят на больничные. Туристы не хотят приезжать в город, в котором невозможно дышать. Цены на недвижимость в районах с высоким уровнем загрязнения падают, потому что никто не хочет жить там, где опасно. И кто в итоге платит за бездействие? Мы? Простые жители. Те, кто каждый день вынужден дышать этим воздухом. Что делают власти? И делают ли что-то вообще? Мы слышим много обещаний. Они говорят про экологические реформы. Они запускают экспериментальные электробусы. Они заявляют, что ситуация находится под контролем. Но если посмотреть на улицы Алматы, мы не увидим изменений. Мы по-прежнему вынуждены закрывать окна, носить маски и лечить кашель, который не проходит месяцами. Когда власть перестанет ограничиваться словами? Когда начнутся реальные действия? Что нужно сделать прямо сейчас? Перевести ТЭЦ Алматы на газ. Это единственный способ избавиться от угольного смога. Ввести строгие законы против загрязняющих предприятий. Либо они работают чисто, либо закрываются. Запретить угольное отопление в частном секторе. Государство должно предложить людям альтернативу, а не просто требовать изменений. Сделать общественный транспорт экологичным. Алматы не должен зависеть от машин на бензине. Есть ли у нас будущее? Или нас просто продолжат травить? Вопрос не в том, можно ли решить проблему смога. Вопрос в том, захотят ли власти что-то с этим делать. Если все останется как есть, мы будем продолжать задыхаться, а чиновники будут продолжать делать вид, что проблемы нет. Мы не можем больше ждать. Мы заслуживаем права на чистый воздух.
Мы не хотим умирать в городе, который могли бы спасти, но не захотели. Время для слов закончилось. Время действовать.